封建历史主人，也想杀我，却还差一些。化为尘埃。Ло Фэн прибыл к чернополосым каменным столбам, одному из самых загадочных и опасных мест Вселенского океана. 16 гигантских столбов высотой в 1000 световых лет непрерывно испускали чудовищное давление силы воли, а время вокруг них ускорялось в сотни и даже десятки тысяч раз. Именно здесь сильнейшие мастера Вселенной закаляли свое сознание, стремясь приблизиться к уровню истинного бога. Однако Ло Фэна привело сюда не только совершенствование. После победы над Повелителем Пяти Хаосов он получил загадочный черный жетон и теперь хотел найти связанную с ним тайную пространственную комнату. По пути Повелитель Ястреба-Поглотителя рассказал ему о местных экспертах. Самым опасным считался бог демона буйства, истинный бог второй эпохи реинкарнации, способный подавить даже других истинных богов. К счастью, здесь находился и повелитель звезды Бай Ци, известный своим великодушием и готовностью делиться опытом, благодаря чему возле второго столба постоянно собирались десятки сильнейших мастеров Вселенной. Среди них находился ученик первого истинного мастера, повелитель Ясного Взора, один из сильнейших мастеров Вселенной 5-го ранга, а его сила воли уже почти достигла уровня истинного бога. Увидев Ло Фэна, он сразу решил отомстить за смерть своего близкого друга, повелителя Предельной Стрелы, а также за гибель первоначального тела повелителя Пяти Хаосов. Не говоря ни слова, повелитель Ясного Взора атаковал. За его спиной возникла огромная одноглазая тень. Мощнейшая духовная иллюзия обрушилась на Ло Фэна, одновременно превратившись в двуглавого белого дракона, пытавшегося полностью подавить его сознание. Однако духовная атака оказалась бесполезной. Божественное бронеисстребление безумного демона значительно ослабило ее воздействие, а башня звезды полностью защитила душу Ло Фэна. В ответ он мгновенно перешел в ближний бой. Используя путь бога зверя, он превратил все свое тело в оружие. Удары когтей, кулаков, локтей и коленей непрерывно обрушивались на противника. Даже сильнейшая техника повелителя Ясного Взора, чистое уничтожение реинкарнации, не смогла причинить Ло Фэну никакого вреда. Вскоре повелитель Ясного Взора оказался впечатан в поверхность гигантского валуна, оставив после себя огромный кратер. Лишь применив свое сильнейшее доменное истинное сокровище, он сумел замедлить Ло Фэна и отступить. Для столь гордого эксперта это стало настоящим унижением. Более 20 мастеров Вселенной наблюдали, как один из сильнейших духовных мастеров Вселенского океана оказался вынужден спасаться бегством от противника, совершенствовавшегося всего несколько эпох. После боя Ло Фэн не испытывал самодовольства. Он прекрасно понимал, что без двойной защиты божественной брони истребления безумного демона и башни звезды исход сражения мог оказаться совсем другим. Тогда он окончательно решил развивать собственную силу воли, чтобы однажды противостоять подобным врагам без помощи истинных сокровищ. Тем временем известие о поражении повелителя Ясного Взора быстро распространилось вокруг и вскоре достигло повелителя Пяти Хаосов. Узнав о случившемся, тот понял лишь одно – Ло Фэн преследует какую-то важную цель. Однако куда именно он исчез после поединка, не знал никто. На самом деле Ло Фэн продолжал поиски тайной пространственной комнаты. Лишь спустя полмесяца ему удалось обнаружить огромное скрытое пространство, вход в которое открывался только мастеру пространства, владеющему черным жетоном. За стеной оказался целый мир с бескрайними горами, на гладких каменных склонах которых были высечены бесчисленные записи, карты и описания секретных техник. Традицию создал самый первый владелец жетона – повелитель Девяти Смертных. Он предложил каждому новому мастеру пространства оставлять часть своих знаний, чтобы опыт великих экспертов не исчезал вместе с их смертью. Постепенно это место превратилось в настоящую сокровищницу знаний. Одни оставляли описания сильнейших техник, другие – сведения об опасных районах Вселенского океана. Позже один из владельцев предложил создать общую карту 3 самых опасных земель и обязать всех последующих мастеров пространства постоянно ее дополнять. Изучая записи, Ло Фэн понял, что владельцев жетона сменилось уже более 20 тысяч. Особенно его заинтересовали последние записи. Истинный бог Фэн Гулин когда-то обнаружил божественную броню истребления безумного демона и, покидая это место, оставил ее своему преемнику вместе с другими ценными сокровищами. Следующим владельцем стал повелитель Пяти Хаосов,
который внес новые сведения в общую карту и записал собственную сильнейшую технику – Великое истребление 5 зверей. После его смерти новым, 20295-м мастером пространства стал Ло Фэн. Главная ценность скрывалась на вершине горы. Активировав черный кристаллический столб, Ло Фэн получил подробнейшие карты горы потока 10 тысяч течений, лодки Вселенной и сектора наклонной вершины. Почти 900 поколений мастеров пространства непрерывно совершенствовали их, отмечая безопасные маршруты, смертельные ловушки и скрытые проходы. Эти карты многократно превосходили все, чем располагали даже сильнейшие силы Вселенского океана. Понимая ценность наследия, Ло Фэн добавил на карту собственные открытия и оставил запись о себе, как о новом мастере пространства. Однако он сознательно не стал завершать ее, решив вернуться спустя многие эпохи, когда накопит достаточно опыта, чтобы действительно оставить потомкам достойное наследие. Получив древние карты, Ло Фэн продолжил исследование внутренних областей лодки Вселенной. Теперь, имея подробные сведения о безопасных маршрутах и смертельно опасных зонах, он смог отправиться туда, куда раньше не рискнул бы даже с башней звезды. Его путь пролегал через знаменитую область пламени и льда, одно из самых опасных мест лодки Вселенной. Внизу раскинулось бескрайнее черное болото, сверху бушевал океан раскаленной лавы, а столкновение двух стихий создавало разрушительные потоки энергии. Даже сильнейшие истинные сокровища с трудом выдерживали подобную среду. После месяца пути Ло Фэн почувствовал приближение чужой области. Вскоре перед ним появился повелитель Оленьего Жука из Вселенной Священной Земли, Пурпурной Луны. Один из старейших исследователей Вселенского океана. Благодаря божественной броне Оленьего Жука он обладал силой мастера Вселенной 6-го ранга и прославился как опытнейший искатель древних руин. Он предложил Ло Фэну временный союз, объяснив, что впереди появилось нечто необычное. Ло Фэн согласился, сразу предупредив, что их сотрудничество закончится, как только начнется борьба за главное сокровище. Через несколько дней они достигли источника необычных колебаний и увидели, как из черного болота медленно поднимается гигантский древний корабль длиной более 10 миллиардов километров. Это была легендарная лодка Мавзолея. Возле нее уже собрались сильнейшие эксперты разных сил Вселенского океана, включая представителей клана Божественного Глаза, школы Первого Предка и клана Скелетов. Все понимали, что подобная возможность выпадает крайне редко. Повелитель Оленьего Жука раскрыл Ло Фэну главную тайну корабля. Лодка Мавзолея не являлась обычным истинным сокровищем. Ее нельзя было подчинить отпечаткам жизненной силы, поскольку она была создана древней цивилизацией, построившей саму лодку Вселенной. Внутри скрывался особый управляющий центр. Лишь тот, кто сумеет получить признание этого ядра, станет владельцем корабля. Но существовало важное ограничение. Лодка могла перевести до 36 существ в легендарный мавзолей, где покоились бесчисленные великие эксперты древности и хранились их сокровища. Однако после такого путешествия корабль навсегда терял связь со своим владельцем. Иными словами, невозможно было одновременно сохранить лодку мавзолея и исследовать сам мавзолей. Когда древний корабль полностью поднялся из болота, его огромные двери медленно раскрылись. 5 сильнейших групп одновременно бросились ко входу. Остальные участники быстро поняли, что наибольшую опасность представляет именно повелитель Оленьего Жука, прекрасно знавший внутреннее устройство подобных кораблей. Поэтому почти все атаки были направлены против него, а Ло Фэна посчитали неопытным новичком и практически проигнорировали. Этим Ло Фэн немедленно воспользовался. Пока 3 фракции сдерживали повелителя Оленьего Жука, он на полной скорости ворвался в лодку Мавзолея первым. За входом скрывался огромный зал, от которого расходились бесчисленные коридоры. Не зная правильного пути, Ло Фэн последовал за повелителем Оленьего Жука, который вскоре тоже прорвался внутрь. Благодаря своему опыту тот уверенно ориентировался в древнем лабиринте и быстро привел Ло Фэна к неприметному участку стены. После активации скрытого механизма сверху с грохотом опустились гигантские каменные врата, полностью перекрыв проход. Подоспевшие преследователи безуспешно пытались разрушить преграду, но даже совместные усилия сильнейших мастеров Вселенной оказались бесполезны. В результате все остальные фракции остались снаружи, а во внутренних коридорах лодки Мавзолея продолжили путь лишь 2 человека – Ло Фэн и повелитель Оленьего Жука.
На этом их союз завершился. Повелитель Оленьего Жука спокойно заявил, что с этого момента они становятся соперниками, хотя лично нападать на Лофена он не собирается. За бесчисленные эпохи странствий он давно перестал цепляться за сокровища любой ценой и был готов принять любой исход. Вскоре они остановились перед последней преградой. За ней находилась комната ядра, сердце лодки Мавзолея. Именно там скрывался управляющий центр древнего корабля. Тот, кто сумеет получить его признание, станет новым владельцем лодки Мавзолея и унаследует величайшее творение древней цивилизации. Для второго претендента останется лишь признать поражение. Так завершился очередной этап путешествия Лофена. Победив одного из сильнейших духовных мастеров Вселенского океана, получив наследие более чем 20 тысяч мастеров пространства и древнейшие карты 3 опаснейших земель, он оказался в самом центре новой битвы. Теперь его отделяла всего одна дверь от сокровища, способного изменить расстановку сил во всем Вселенском океане. Благодаря этому открытию человечество получило огромное преимущество в исследовании 3 опаснейших земель Вселенского океана, а Лофен был награжден 20 тысячами очков вклада. Получив заслуженную награду, он вновь отправился в глубины лодки Вселенной, где его уже ожидало еще более грандиозное открытие. Спасибо большое за просмотр и всем пока!